В 2019 году я был в самом начале своего творческого пути в интернете. Наш YouTube-канал тогда назывался «Эхо Петербурга», и он был мало кому известен, да и я сам очень мало что знал о Казахстане. И тогда, именно в тот момент, одна из самых известных телеведущих Казахстана, Дана Нуржигит, согласилась дать нам интервью. Тогда я думал, что это что-то просто невероятное, и сначала даже не поверил, что у нас все получится. Но в итоге это интервью стало для меня не только очень хорошим уроком, но и большим началом, и открыло дорогу не только к знаниям о Казахстане, об истории, культуре казахского народа, но и также Дана Нуржигит стала для меня как старшая сестра, и я очень многому у нее научился. Благодаря чему в дальнейшем я взял интервью у множества легендарных личностей Казахстана, и каждый раз я мысленно возвращался в мое первое большое настоящее интервью. Ну а сегодня, спустя 5 лет, Дана Нуржигит в гостях нашего YouTube-канала Алха Казахстан. Мы поговорили обо всем, и о феномене успеха Казахстана на международной арене, и почему в Казахстане так много талантов. Ну и само собой, беседа получилась очень богатой и очень интересной, поэтому располагайтесь поудобнее, не стесняйтесь писать комментарии и ставить лайки, и я желаю вам приятного просмотра. Дана ханым, қалайсыз? Жақсымыз, шүкір. Бүгін сұхбат орысша болады, бірақ Құдай қаласа, келесі жылы менде арманым бар сұхбат қазақша, тек қана қазақша сделать. Жақсы, келесі жолы дәл солай болады. Так что келесі жылы көріскенше қазақша сұхбат болады. Мен онда кете берейін, келесі сұхбатқа дейін. Жарайды. А вообще, вот в 2019 году, когда мы с вами познакомились, мы так интересно поговорили про успехи Казахстана, но я тогда только-только погружался в Казахстан. Сейчас каждый день есть новости, самые разные направления. Если тогда я думал, что там Димаш, Геннадий Головкин, то сейчас я просто даже не успеваю. Вы обо всем. Я не успеваю. То есть школьники где-то выигрывают, там танцоры выигрывают. По всем фронтам у Казахстана идет грандиозный успех. Почему так происходит? Что произошло? И когда этот момент наступил? Потому что вы как профессионал, вы отслеживали, да, и вы знаете, что происходило, вы очень хорошо знаете историю. Когда наступил тот момент, когда казахи начали по всем фронтам идти вперед? Иван, на мой взгляд, это началось не сегодня и не прямо сейчас, это было всегда. Я думаю, наша страна, наши люди очень адаптивны. А сейчас такое время, оно ускорилось, и это замечаю не только я, мне кажется, не 24 часа в сутки, а 17. И просыпаешься, и уже ночь, так быстро проходит день, и современные дети, они быстро ловят все новое, сами заходят в интернет, видят площадки, где они могут продемонстрировать свои таланты, сами все находят, и находят и спонсоров, находят и... То есть есть очень быстро откликающиеся родители, которые предоставляют такую возможность поехать ребенку, показать свои таланты и так далее. То есть, мне кажется, и поддержку найти сейчас очень легко. В 90-е, конечно, было сложнее. Любой проект, найти спонсора, это была очень большая работа, трудная. Но сейчас, во-первых, и, скажем так, финансовая подушка появилась. Есть люди, которые могут проспонсировать, поддержать и так далее. В том числе и государственные программы есть на этот счет. Ну а сейчас, когда мы заговорили, если вы говорите о креативной индустрии, сейчас мы стали говорить о том, что креативная индустрия должна стать частью нашей экономики, так как она действительно очень мощно сейчас развивается, и те таланты, которые демонстрируют свои возможности, да, и становятся частью большой мировой индустрии, ну, тот же Димаш, допустим, да, значит, у нас огромный потенциал, и мы действительно можем продвигать это как часть своей экономики. И это и налоги, и это развитая инфраструктура этой сферы. Поэтому интерес появляется еще больше и больше, мне кажется. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Вы знаете, я был буквально несколько дней назад на чемпионате мира, финале чемпионата мира по
спортивному программированию. Мгм. Это программисты, самые лучшие, самые крутые со всего мира, приехали в Астану, и там кодили, в общем, это так называется. И среди них было 3 тренера из Казахстана, 2 из них получили почетные награды. Один из них выиграл челлендж среди всех тренеров мира, то есть Стэнфорд, Оксфорд, Массачусетс. Ну, вот видите, какие успехи Да. потрясающие. Это все при том, что все страны, которые туда приехали, Китай, Америка, Индия, они десятками лет занимаются программированием. Да. Казахи заскочили за несколько лет. Последних. Несколько последних лет. Мгм. Как так получается, что что-то появляется в мире, и там сразу появляются казахи, и сразу почему-то оказывается вот не где-то в середине, не где-то там сзади, а сразу впереди. Я не могу сказать, что я знаток вот этой части жизни, айтишной. Это вообще отдельная сфера. Там вообще свой язык, как я называю, птичий язык. Вот они кодили, вот вы говорите, да, айтишники. Вот я недавно слушала интервью Владимира Познера, он говорит, это будущая элита. Все, кто понимает этот язык, это будущая элита. Все, что мы говорим, вот та элита в нашем понимании, в будущем это будут люди из IT. Вот. И я с ним абсолютно согласна, потому что это вообще новый тип людей сейчас формируется. И если в их числе есть вот такие мастера, о которых вы говорите, и это здорово, что в Астане на нашей площадке проходят такие конкурсы, и там лучшие тренеры – это казахстанские тренеры, они запускают такой челлендж, мы должны только приветствовать и радоваться таким успехам. А раньше такие были случаи? Вот в сфере IT нет. Не я обязательно, слышала. не обязательно IT, а вообще вот что-то появляется, там сразу появляются представители Казахстана. Ну, если сравнивать советское время, там, конечно, огромная идеологическая машина работала, но не в такой скорости это появлялось. Это был административный ресурс, это были чужие решения, это было государственное управление и так далее. Сейчас каждый человек автономен. Почему это быстрее происходит? Вот увидели в интернете, нашли, понимают, что это им нужно, что они могут там себя проявить, и это гораздо быстрее происходит. Откуда появился Иманбек? Понимаете? Вот сидел себе человек, он работал на железной дороге, и вдруг вот так в интернете он проявляет себя и получает... Что он там получил? Грэмми? Грэмми, да. Да. Он получил Грэмми. Фантастика, да? Это же фантастика. Сейчас границ, по сути, нет. Интернет дает огромные возможности. И наши ребята, осваивая пространство интернета, понимая, какие таланты и где он может это проявить, гораздо быстрее идет процесс проявления своего таланта. Поэтому... Почему другие страны так себя не проявляют? Вот, я же слежу, и, есть, много стран бывшего СНГ, которые тоже, обрели независимость. Почему именно Казахстан? Вот видите, вы отслеживаете этот рынок, вы отслеживаете соседние страны, да, вот страны Может, я СНГ. плохо слежу, но я просто не вижу, что там такой идет бум. У вас специальный взгляд на Казахстан, прям вот вы взяли вот этот фарватер и по нему идете, и вот отслеживая относительно Казахстану остальные страны, вы можете сравнивать. Но, на мой взгляд, я не так глубоко в теме, как вы, да. На мой взгляд, это было всегда, и для нас это нормально. Казахи любознательные очень. Очень любопытный народ, любознательный народ. Вот, очень открытый народ ко всему новому. И у нас очень много, правда, вот, особенно вот сейчас мы говорим про IT, очень много талантливых математиков. Я брала интервью у академика Аскара Жамадельдаева, и он тоже это отмечает, что наши ребята, которые вот в основном заканчивали РФМШ, школа имени Жаутыкова, специальная школа, которая готовит математиков, физиков, они прям олимпиадники. И он отмечает, что да, наши дети очень талантливые в математике, в физике. И сейчас мы это видим на всех олимпиадах. И вот в IT вы отмечаете эти таланты, понимаете? Поэтому почему? Наверное, в адаптивности. Вообще я
чем больше погружаешься в тему кочевой цивилизации, тем больше понимаешь, что адаптивность – это главное качество, которым должен обладать кочевник. То есть природа непредсказуема. Жизнь – это караван, который идет, и ты должен приспособиться ко всем обстоятельствам, которые тебе будет предлагать этот путь. Понимаете? Вслед за травой шел кочевник. Там, где трава, там, где вода, там и жизнь. А на этом пути бывает и ветер, и буря, и ливень, и метель. И ко всему этому нужно приспособиться. Наверное, я так думаю, что-то есть в генах. Пришел новый период истории человечества, пришли новые реалии, к которым нужно адаптироваться, и казахи к ним приспосабливаются вот так, проявляя свои новые таланты относительно новому времени. Мне кажется, так. То есть новое быстрое время, когда нужно быстро-быстро уметь чему-то учиться. Да. Но для этого же тоже все равно нужна хорошая база какая-то. Сейчас, вы знаете, мне кажется, вот опять же вопрос времени. Сейчас все нужно... Вот прочитал, усвоил и делай. Вот Сразу. Такое время. Нет времени на сомнения, на раздумья, на то, вот когда придет это время, когда будут средства, когда будут обстоятельства для того, чтобы я реализовала эту идею. Сейчас пришла идея, нужно делать. Сейчас время предпринимателей. Сейчас время людей, действия, to do. Самое главное – делать. Вот. И поэтому, мне кажется, наши ребята, наши дети, для них не вопрос. Вот мой сын, ему 13 лет, он всегда он мне так сказал, что меня, честно говоря, как окатило холодным душем. Говорит: мама, любишь ты все усложнять? Это же так легко, мама, ты любишь все усложнять. И правда, нет, это же можно вот так. Вот в 13 лет он уже мне дает такие советы. Если мне раньше казалось, да, маленький он еще, ему надо подрасти. Нет. Он в некоторых вопросах гораздо умнее меня. Он быстрее мыслит. И он дает эффективные пути решения. И он сокращает мне путь к результату. Если я начинаю думать, мне 10 ходов надо сделать, он говорит: мама, это в 2 хода можно сделать, допустим. И я вот сейчас прислушиваюсь к его советам. Да. Это интересно. Все равно, мне кажется, еще что, знаете, что помогает, это знание сразу нескольких языков. Да. Школьная программа мощная. Да. По школьной программе я могу поспорить, она еще, мне кажется, ищет себя. Сейчас это и хорошо, есть и плюсы, и минусы. Сейчас очень активное участие в образовании принимает бизнес. Открываются частные школы, и вузам даны какие-то академические свободы. Да? Сейчас время экспериментов. И в них, конечно, будут ошибки, конечно, будут какие-то пробы, которые, может быть, и не нужно было делать. Но без действия еще хуже. Поэтому вот я сама сейчас, например, я преподаю в школе, в инклюзивной школе, и мы пробуем сейчас предмет, который должен, надеюсь, пойти вообще в системе образования, он должен быть, да. Не буду говорить какой, потому что это не ноу-хау, но мы пробуем сейчас. Что из этого получится, я пока не знаю. Мы взяли себе такое время, 3 года, отработать эту методику. Понимаете? И сейчас вот, опять же, возвращаясь к тому, что сейчас время экспериментов, да, где-то мы будем ошибаться, но благодаря этой женщине, Эльвира Мангельдиевна Шеренбаева, я поняла, что вот в этом эксперименте мы совместно будем находить самое лучшее, разрабатывать методику, не делать это хуже. И я сама сейчас стала
замечать, как я изменилась, как я стала более философски относиться к слову «риск». Ну и что? Да, надо рисковать, надо пробовать. Да, не получится, но это путь проб и ошибок. Это, естественно, для живого человека. Абсолютный порядок, тише благодать только на погосте, только в морге. Вот. А пока ты живешь, пробуй, делай, ошибайся, вставай, иди дальше. Вот такая философия. Это либо ты побеждаешь, Да. либо получаешь опыт. Да, но даже если ты не победил, даже если опыт ты не взял. победил, для тебя открываются новые возможности. Вы знаете, Иван, что проблемы и решения в китайском языке пишутся одним иероглифом, оказывается. Да. Судьба преподнесла тебе какую-то проблему, ищи решение там. И вчера я разговаривала с одной женщиной, она великолепный финансист, я у нее брала интервью, и она говорит, когда мне человек приходит с проблемой, я не слушаю проблему. Я сразу начинаю в голове искать тысячи способов, как ее решить. Сразу решение искать. То есть первые 2 предложения послушал, вник в проблему, дальше уже не надо о ней думать, только решение. Понимаете, настолько быстро это должно происходить. Какой должен быть гибкий мозг. А почему в Казахстане у нас такое количество талантов? Это сейчас я хочу перейти не только вот что касается современных технологий, там программирования, робототехника и всего остального, наука. В принципе, вообще в любой сфере очень богатый выбор талантов. Например, если мы говорим про культуру, вот вы же как музыкант можете хорошо в этой сфере нам рассказать. Началось для меня знакомство с Казахстаном с Димашем. Да. Потом, когда уже глубже я начал копать, оказалось, что намного больше есть артистов, и были в истории много артистов. Сегодня после Иманбека открылась, после Димаша, после Иманбека открылась дорога для очень большого количества артистов. Есть у нас Адам, которого 5 миллиардов прослушиваний, его песня «Журек». Угу. Все китайцы танцуют, все везде суперхит, он там гастролирует уже. Есть Ландыши, которые тоже суперхит. И таких очень много, вот молодых. Они чуть ли не каждый день выходят. Есть учитель математики Ярахолик, или биологии, или математики, который для Дуа Липы пишет, для Рианы. Откуда столько талантов? Ну, понятно, если по один, это понятно, что случайность может быть вероятность. Но когда они постоянно выходят, это значит, что их очень много. Знаете, это меня очень радует, то, что вы говорите, во-первых, у нас. Вы уже к Казахстану Я уже относитесь, больше года в Москве живу, относитесь я как так. к своей стране, и вы настолько, как сказать, вот у вас прям жажда узнать об этой стране гораздо больше, чем вы знали до того, да. И действительно, вы знаете сейчас даже больше, чем я, да, в некоторых вещах вы более осведомлены, потому что это ваша тема. Вот. Мне кажется, вообще сейчас такая тенденция движения в сторону Азии. И Азия будет гораздо быстрее и плодотворнее развиваться вот в ближайшие 10, 15, 20 лет. Это какое-то новое открытие для человечества. Тем более Центральная Азия. И в частности наша страна. В самых разных сферах. Ну, эстрада, например, ландыши – это для меня спорный вопрос. Это не моя музыка, поэтому она немножко мимо меня прошла. Вот. Ну, Адам, да. Но я бы, например, еще больше говорила о тюркской музыке. Вот она немножко остается в тени. Наша прям… Туран, ансамбль, да, Хасак. Потом школа жыр. Вы, наверное, уже об этом знаете, да? У нас есть самые разные школы. Жырау. Это да. эпос, да, вот эпос, который всю ночь могли петь, вот сказители, вот если вот говорить, если, чтобы было вам понятно, сказители. Вот, к сожалению, вот эта культура у нас немножко сейчас остается в тени. Мне кажется, вот это мы могли бы предложить миру, да. Конечно, это
жанр, который предполагает усидчивость, пытливость ума, потому что это время. А человек с клиповым сознанием, человек, который смотрит ТикТок и шортсы сегодня, длинную информацию очень тяжело воспринимает. Но если сделать какое-то предисловие, объяснить человеку, что это, какой это жанр. Например, в Азербайджане школа макама так и осталась, она есть. Это вот в тюркском мире это то же самое, как у нас жирау, сказители, понимаете? И то, что у нас это остается в тени, для меня это очень больно, потому что там наши корни, там действительно сочный казахский язык, там наша память именно народа, там наш код. Вот его мы не должны забывать. К сожалению, наши жирау, школа народного пения, школа жирау открылась в конце 90-х. У нас подготовили прекрасных специалистов. Они написали свои диссертации, обучили талантливых детей из глубинок. Но, к сожалению, они просто как фольклорная краска появляются на каких-то дипломатических приемах. Для меня это очень больно. Это не декоративное искусство, это не мертвая часть нашей культуры. Это пульсирующая вена, по которым должна идти кровь. Вот этот жанр, мне кажется, он сейчас, к сожалению, без внимания остается. В моем детстве жиры звучали в эфире, они были специальные программы, их записывали, специально выезжали экспедиции, телевизионные программы были, пластинки были. А сейчас, к сожалению, нет. И я знаю людей, которые этим очень-очень серьезно занимаются, но они не удел. Мне нужно, например, с вами познакомить этих людей, чтобы вы могли рассказать миру о вот нашей школе жирау, жирша. Искусство должно приподнимать зрителя, воспитывать его, или те, кто на сцене, должны спуститься к зрителю и быть на уровне среднестатистического человека. И вот во время этой путаницы мы потеряли эталоны свои. Вот это меня очень печалит. Очень. Ну а в остальном, то, что вы видите, конечно, есть вещи, которые и радуют, но в этих скоростях современного мира что-то мы и теряем. Мне очень хочется, чтобы это было не навсегда, чтобы мы все-таки удержали какие-то основы. И люди, которые это, не хочу употреблять это слово, пропагандируют, что существуют же какие-то образцы, давайте их придерживаться, что их немало. Но не то чтобы пропагандисты, они, наверное, послы вот той культуры. Вот они все-таки должны жить среди нас и все-таки как-то обращать внимание на это. На особенность языка, на особенность чистоты речи. Мне кажется, это важно. Есть версия, что в будущем люди станут физическими носителями искусственного интеллекта. Просто телом, которое перемещает телефон. Это страшно. Это страшно, Иван. Когда вот сейчас говорят об искусственном интеллекте, конечно, я не могу сказать, что я эту тему прекрасно знаю, я изучила. Но то, что как любое явление, оно имеет свои плюсы и минусы, это очевидно. Вот. К чему приведет, вот, например, как журналисту, мне то, что вот сейчас такая информационная война идет, и вот этот deepfake, которым уже очень легко пользуются, да. Это же завоевать страну, там, я не знаю, разрушить целые нации, да, жизнь целой нации, это вообще ничего не стоит. Это страшные вещи на самом-то деле. Поэтому к чему это приведет, ни мы, ни вы пока не знаем. Вот. Да. А вот тоже была совершенно недавно вот информация, искусственный интеллект вот по поводу авторского права какого-то музыкального произведения.
Выяснилось, что это написал не живой человек, а искусственный интеллект. Но какое-то время автор, который выдавал, что это его произведение, он получал за это Роялти, да, деньги. деньги. Да. Понимаете? И я тогда, помню, сделала у себя в сторис, процитировала вот эту новость. Говорю, началось. А в музыке-то всего 7 нот, и там очень много таких вариаций, которые похожи друг на друга. А вот есть такие устойчивые секвенции, музыканты знают это, которые повторяются, ну вот, Да. Вивальди, там Александр Серов, еще какая-то там группа. Недавно вот в каком-то в стендап, по-моему, это все продемонстрировали, что одни и те же гармонии и у Вивальди, и в песне Серова, и еще где-то. Это много. Queen использовали Да. музыку классическую. Да, конечно, поэтому за эти 7 нот будет все человечество драться, понимаете? И вот с авторским правом тоже это большой вопрос. Как будут распределять его между живым человеком и искусственным интеллектом. Ну, понятное дело, что живому человеку деньги нужнее. Да. Мы, Вот кстати, поэтому наши- и говорят, что вот айтишники, люди, которые создают этот искусственный интеллект, это будущая элита. Понимаете, управлять будут, наверное, они, я так думаю, не живые люди. Вот чему следующему надо учиться, да, нам Да. всем? У нас в роликах теперь как раз из-за авторского права 99% музыки написанная мной в соавторстве с искусственным интеллектом. У меня 1%, потому что я кнопку нажимаю, 99% искусственный интеллект. Ну, он делится с вами гонорарами, Он искусственный только интеллект, он только сейчас узнал, что куда- я куда тоже идут эти соавтор. песни. Да. Пусть он не знает подольше. Да. Ну, вообще очень интересно, и получается, что все, что не происходило с Казахстаном, это идет на пользу, на масть, да? Ну, я думаю, да. И вы знаете, когда началась определенная операция в соседней стране, известные события, и очень много людей переехало в Казахстан, очень много сейчас релокантов здесь, вот. И я вспомнила годы Великой Отечественной войны. Мгм. И вы знаете, как бы это, может быть... Ленфильм тогда. Да, не поймите это неправильно, но для появления кино, для появления, например, той же консерватории, да, в 1944 году она открылась, появление целой плеяды казахстанских звезд, искусства, культуры, да, это было золотое время. Когда здесь работал ЦОКС, когда здесь работал Эйзенштейн. Я в каких-то воспоминаниях читала, что Кунаев занимался расселением артистов ЦОКС, когда им выдавали квартиры здесь, пайки. Этим занимался, ему тогда было, по-моему, чуть ближе там, к 30, молодой Кунаев. Вот. И какие фильмы здесь снимались. И благодаря вот этой среде, великолепной среде, которую создала, к сожалению, трагическая история тогда для всего Советского Союза, здесь родилось очень много звезд театра, кино, науки и так далее. И мне кажется, сейчас мы переживаем такой же период, потому что очень много хороших специалистов в самых разных сферах жизни работают здесь. Очень много компаний сюда переехало, да. И такой хороший взаимообмен, взаимообучение, такой хороший нетворкинг сейчас происходит. Это настолько новое время. 30 лет мы жили не без кризисных моментов. Проблемы тоже надо решать. Они и в политике, и в экономике. Мы сейчас такое сложное время проживаем, когда нам нужно, допустим, 10 дел делать одновременно. 10 проблем надо быстро решать, понимаете? Я работала в парламенте в период, когда была пандемия. И тогда были очень быстро приняты законы, касающиеся чрезвычайных ситуаций. Это было необходимо. Необходимость, прецедент рождает срочное принятие законов, которые необходимы прямо сейчас. И сегодняшняя ситуация во всех сферах жизни, она предполагает именно активные действия,
креативные решения, быстрая реакция на возникшую ситуацию. И в этом смысле меня немножко огорчает система государственного управления. Она сегодня немного не поспевает за этим. Это меня огорчает. Но я вижу, что туда приходят люди из бизнеса, которые понимают, как можно выстроить систему как бизнес-процесс. И это очень важно сегодня, потому что в бизнесе реакция – это одно из первейших условий, чем должен обладать предприниматель. Вот то, что это приходит сейчас в госуправление, это радует. Мгм. В общем, если подводить итог, что нам нужно сейчас делать для того, чтобы дальше продолжать динамичный рост и успехи? Нам нужно действовать, да? Действовать здесь и сейчас. Нам, во-первых, нужно держать ухо востро, нужно быть любознательными, читать и действовать соответственно сегодняшним реалиям. Кстати говоря, игры кочевников – это один из ответов на то, какими мы должны быть, не теряя вот эту идентичность, соответствовать современным реалиям, быть адаптивными, быть любознательными, в общем, крутить головой и не хлопать ушами. Вы знаете, все это же есть в казахском языке. Аскпа – это значит не спеша. Мгм. Тез-тез, быстро-быстро. Да, да. Ну, значит, нам нужно еще на казахском. Все. Казахский язык будем знать, и все барджаксы было. Да, и мне очень... Вот в 2019 году мы с вами познакомились, у вас не было такого рвения. А сейчас вы, даже когда я вот вам даю на русском языке интервью, вы ищете параллели в казахском языке. И вы видите, как вы можете изъясняться с точки зрения казахского языка и ментальности. Это же тоже есть в казахском языке, сейчас сказали вы. Это не всякий изучающий казахский язык, вообще любой язык, человек замечает вот эту ассоциативность. Это особенность вашего мышления, Иван. Делаю вам комплимент. Рахмет. Мен казакпын ғой. Я уже кажется, становлюсь казахом, поэтому. Ну и, кстати, если вот у нас зашла речь о нашем интервью 2019 года, после этого интервью вы нам дали, и лично мне, такой мощный старт. Потому что я же не журналист, но ваше интервью с Димашем стало для меня как учебником по журналистике. Пособие такое, да? Пособие. После него мне посчастливилось познакомиться и с Бибигуль Тулегеновой, Олжасом Сулейменовым. Огромное количество людей. Вот, Тулеген Мухамеджанов, Толкын Забирова. Я вот видела. Ерлан Кукеев вы брали множество, интервью, да. Боюсь, что если вот сейчас буду перечислять, обязательно обижу. Да, вы вообще было очень много счастливчик, вы счастливчик. Вы Это с вашей легкой подачи, с вашей легкой руки. Столько журналистов мечтают взять интервью у тех людей, о которых мы сейчас говорим. Будучи в журналистике, могут никогда не сделать этого. А вам вот судьба вот такой подарок преподнесла. Я не знаю почему. Ну и вы были очень такой мальчиш, неплохишки мальчиш. Вы все сделали правильно. Я поздравляю, вы очень удачливый человек. Пусть фортуна будет всегда на вашей стороне. Рахмет. Жолыңыз болсын. Спасибо вам, что пришли. И, кстати, должен обязательно прорекламировать и ваш YouTube-канал, потому что у вас открылся YouTube-канал, на котором выходит интервью с интересными людьми. И первый из них Иван Червинский. Рахмет. Да, ссылку обязательно я поставлю в описании. Обязательно заходите, посмотрите. Канал Дана Нуржигит My Prime Time. Кстати, почему, да, My Prime Time? Prime – это самое лучшее, дорогое время в эфире. Это говорит о том, что я человек с телевидения, с медиа. А казахша, вот я видела, как переводится, например, в Гугле, жаркан, то есть самое светлое время. Я считаю, светлый период жизни, лучший период жизни, осень моей жизни начинается сейчас. Мне чуть за 50, и я очень этому рада. Есть опыт, есть еще любопытство,
есть умения, и есть вот такие вот замечательные герои, как Иван, который стал первым моим гостем на моем YouTube-канале. Қаланың тасбауыр мінезі бойыма сіңбесін десең, если не хочешь, чтобы эгоизм городской жизни проник в тебя, ауылға жиі барып тұр, почаще езди в аул. Бауыржан Момышұлы. Подписывайтесь, пожалуйста. Спасибо, Иван. Рахмет. Обязательно подписывайтесь. Алға, Казахстан. Алға.